Ребяшки, ола, как говорится, приветствуем вас на Кубе. Да, у нас уже... Многие из вас читали новости про Кубу. На острове что-то происходит. Строятся новые здания, красивые отели, пятизвездочные. Электрический Volkswagen только что мимо нас проехал. И многие думают, нифига себе, надо ехать на Кубу. Ну как бы да, но поворачиваемся вот сюда вот. И все-таки на Кубе пока не все так однозначно. Как вы знаете, у нас вышел отдельный большой выпуск про Кубу. Прогулялись по городу, поговорили с людьми, посмотрели, что к чему. Привет! Привет! Видал, как нужно продавать? Человек прочитал книжку «Воронка продаж». Это очень вкусно. Ну, ребятки, сегодня у нас выпуск про одну из сущностей, которую мы давно мечтали освоить. Сегодня, ребятки, посмотрим океанскую рыбалку. Ровно тем же самым мы хотели заняться вот тут вот недалеко, 169 километров по прямой в Майами. Тот же самый океан, та же самая рыба, но вот... Нам нужно доехать до Хемингуэй-Марины. Это гавань Хемингуэй, откуда стартует наша рыбацкая лодка, которую мы забронировали по цене двухгодичной зарплаты кубинского рабочего. My salary is 2,000 pesos, $7 or $8. Вот стоят такси. Есть стандартные желтые машинки, но на такси мы уже катались. Из аэропорта за бешеные деньги. Средняя зарплата на Кубе $30 в месяц. Знаете, сколько стоило такси вчера? За 25 минут. 35. Это вообще как так? Там вот сговор у них. Там тут все машины, которые стоят, Картель, да. Там все машины, которые стоят, они не повезут вас за $5, там, за $1, за 10. Короче, ближе к делу. Мы хотим поймать классическую машину. И вот на классической тачке мы 4 раза не катались. Вот ни разу. Ну, здесь. Стоит новенький Hyundai. Корейская машина. Красивый пятизвездочный отель. И вот буквально, если повернуть вот туда вот налево, нам просто сейчас туда идти, но если повернуть налево, там начинается вот такое. Вот буквально следующий дом. Вот такое. Вот это наши фотки, мы сфоткали, прогулялись пешком туда. Вот, смотри, вот едет тачка. Вот машина едет. Да вообще молча мимо проехал. Ноль внимания. Нива, чувак, первая Нива. Газель. Можно умерить аппетиты и Жигу остановить. Патриот. Жук. Я хотел прокатиться, знаешь на чем? Иди, я тебе покажу. Вот на этом. Кристина фильм смотрел? Покажи мне. Пойдем туда на поворот. Москвич. Вообще 0 эмоций. Я думал, на Кубе все хотят американские доллары. Никому ничего не надо, смотри. Поехали вон с чуваком на москвиче. Can you take us to Hemingway Marina? Я что-то не понимаю, ну пойдем спросим. Все говорят про зарплату $20, поездка стоит 30, и вообще никто ни разу нам не махнул рукой, типа такси. Yes, ура! Ну-ка. Hemingway Marina. Marina Hemingway. Yeah. 30. I have 25. 25. Okay, go. Hello. Вот это какой запах. Как гелики на двери закрывать. Вообще ничего нет. Какие-то ремонты постоянно, видишь, ну, внутри ты смотри. Сейчас такого уже не делают. Рейка рулевая, там из титана сделана. Мне нравится вот эта конструкция. Это кондей. Кондей же не предусмотрено. Ну, не знаю, может раньше какой-то был, но сейчас вот добавили вот это и пенопластовое, чтобы сверчков не было. 20 минут ехать. Пока успеваем. Тачка на холостом ходу ходуном просто ходит. Я сижу, я прям смещаюсь на сантиметр каждый раз от этого движения. Вот может показаться, что отель, у которого мы там начали видео, красиво в центре, но вот дела реально обстоят вот так. 95% города вот в таком состоянии. Но при этом люди, которые живут в этих домах, ну, скорее всего, не богато, выходят из них. Вот мы идем там с айфонами, как-то одеты, и никто на нас как бы не набрасывается, не хватает за руки, за ноги. Как-то все к туристам привыкли уже. Причем большинство здесь это американские туристы, они вообще все на релаксе. Никто там сумки к себе не прижимает. Удивительно. Народ фитнесом занимается. Едем.
Тебе как там? Какая седуха. Почему сейчас такие машины не делают? Вот ты мне скажи. Китайцы обязаны сделать что-то вот такое. Просто обязаны. Я бы вот купил. Она даже едет вот так вот. Спидометр... Тут ничего не работает. Часы не работают, радио не работает, спидометр не работает. Руль работает. Хорошо. Я подготовился на рыбалку. Наши друзья из Технодеус прислали нам пачку чехлов. В руке лежит отлично. Обычно, а чуть за богатый район такой. Все ровненько, пальмы, дороги. Итальянская консульский район, понятно. Обычно вот защищенные чехлы, они вот какие-то громоздкие, а этот в руке лежит хорошо, и что самое крутое, кнопки, громкость, блокировка нажимаются так мягко, так приятно. Открывается вот эта штучка, можно поставить и смотреть. У ребятчика из Технодеус айфоны, Huawei, Honor, любые другие смартфоны. Все фирменно и на гарантии. А по нашему промокоду скидочка. Ссылочка на Технодеус внизу, однозначно рекомендую. Едем. Почти приехали. Пока не заплатишь, не выйдешь, у меня ручек нет. У тебя ручек нет? Нифига себе! Бэха X6. Вот сколько Бэха стоит в Германии? Здесь, наверное, что дороже с доставкой. То есть вот это BMW, это сколько кубинских зарплат? За сколько лет? Вот так вот. Если средняя зарплата на Кубе $30, то почему поездка на такси стоит 25? Проблема в том, что на Кубе автозапчасти очень дорогие. Если понизить цену, то их просто не купить и машину не обслужить. И топливо очень дорогое. Вообще все цены очень высокие. Ну, логично, да. Те, кто там Junkyard вот эти вот продают там остатки запчастей на эти машины. Цена, я думаю, фиксированная. По 30 центов никто не будет продавать. Скажите, пожалуйста, почему вы не переезжаете в США или в Мексику? Мне бы этого очень хотелось. Но сейчас это же не проблема. Рейсы каждый день, паспорта тоже выдают. Да, только где взять деньги на поездку? Сколько стоит этот автомобиль на Кубе? Такую машину здесь можно купить за 14-15 тысяч долларов. 15 тысяч долларов. Но зарплата на Кубе $50 в месяц. Я не могу себе позволить купить такую машину. Это не моя. Я взял ее в аренду и плачу владельцу каждый месяц. Понятно. Ну или, как Женя говорил, по наследству передают машину. А машины на какие деньги покупают? Ему, соответственно, этот автомобиль по наследству достался от отца, а отцу от деда. О, приехали почти. Нифига, тут охрана. Окей. Here. Окей, окей. 25. Thank you. Thank you. Bye-bye. Сейчас, ребятки, 55 секунд. Свяжемся с нашим капитаном лодки и продолжим. Вот это, а также вот это. А еще перфоратор Bosch за 5200 рублей. Фильтр для воды розовый за 377. Фотообои барельеф 3D. Круто. И даже теплоизоляцию за 400 рублей можно купить на маркетплейсе Озон. Заходим в специальный раздел «Строительство и ремонт». Инструменты, освещение, сантехника, стройматериалы, огромный выбор товаров. А еще у Озон выгодные цены, удобная доставка в пункты выдачи заказов или прямо до двери и бесплатный возврат. Однозначно рекомендуем. Подробнее по ссылке в описании. Продолжаем. Morning. Nice to meet you. So we good to go? All right, thank you. Ох, какой люкс! Кастом. Рукоятка. Вот это люкс. Это камера заднего вида. Ноу-хау. Динамическая камера заднего вида. Не просто динамическая, да, видишь, снимает. А? Опять ручки нет.
Тут все прям официально. Это агентство, которое организует рыбалку для американских и канадских туристов. Зачем американским туристам сюда ехать, когда есть Key West? Ну, может, цены ниже? Может быть, да. Gracias. Okay, we good? Yeah. All right. This is our boat? Вау, вау. Вот в Америке это стоит $1003. Мы цены узнавали. 2, там 3, $500. Hola. Okay, shoes off. Can I wear slippers new? Подготовились? Very nice to meet you. Very nice to meet you. Kim. Смотри, размер крючка. Это вот точно не на карасей. Ребятки, зацените размер лески. Честно признаюсь, я рыбак. То есть я вот прям лет с 6-7 прям активно рыбачу постоянно каждый год. Это те, кто знают, те знают, 0,1-0,2. Ну, 0,3 размер лески, это в миллиметрах 0,2 миллиметра. Это там рыба весом 5, 6, 7 килограмм. И оцените размер лески здесь. Тут 1,1, наверное, миллиметр толщиной. Она выдерживает, я думаю, ну, 50. Ты представляешь? Я тоже по телеку видел. Ребятки, отходим. Раз, два, три. Тут у нас 3 удочки. Thank you. Thank you. Блин, $500 такой сервис. Это почти полдня. Это 5 часов лодка. Ребятки, небольшой обзор нашего судна, нашей лодки. Лодка, надо сказать, не дешевая. Я, честно говоря, думал, как-то вот нам сильно проще будет, ну, учитывая как бы реалии Кубы и учитывая ценник там $500. Тут есть проход по левому борту, есть проход по правому борту. Можно выйти на нос и там позагорать. Но у нас для этого сегодня лодка не приспособлена, хотя можно было еще с собой где-то человек 5 взять, доплатить, и они бы там просто полежали, загорали, а вы тут можете рыбачить. Тут у нас второй пост управления, вернее первый, второй находится наверху, и сейчас капитан Карло выводит лодку из марины. А, ну туалет же должен тут быть. Да, вот у нас все чисто, аккуратно. Это у нас гальюн, туалет, мастер-бедрум, мастер-каюта. Ну, она не по назначению используется, потому что лодка используется в рыбацких больше целях. И здесь еще такая вот каюта для двоих. 4-местная в плане ночевки лодка, небольшая кухня и наверху второй пост управления. Да, когда капитан выводит лодку из марины, там, конечно, стоять намного удобнее. Я думал, у нас вот что-то вот такое будет, вот справа. А, это сейчас мы тут остановимся. Выход из марины по паспорту. Simon, can I ask a question? How many rods we will use? 3? 4. This is wire. Ага, wire. Fishing down, maybe 10 meters down. Okay, and this depth? А, это на поверхности, а это 10, то есть разные виды рыбы, естественно, 10 метров это на поверхности. And which fish? Different This? atún, maybe atún, Ajá. bonito, and maybe wahoo. I'm marlin. Oh my god! Thank you, beautiful fish. Go out, Ага, I see the sea, go for marlin, окей. same for marlin. Как пойдет. I'm fishing bonito and wahoo. How long do you do fishing? Maybe 45 years. Do you do fishing for fun or for food? Ain't nothing. Both. So you catch fish, go to market to sell. No, No? inside. For you? Yeah, for me, for you, for Okay. everybody in Marina. I catch the marlin. You? Here? Big? I catch. I caught one piece for long, for that time another piece, another I caught for everybody. Nice, nice, nice. Everybody happy. Everybody happy. This marlin maybe 500 pounds. 500 фунтов, ну тут не видно, к сожалению. Ну, то есть он где-то высотой вот до сюда, плюс его этот нос еще. But it's heavy. Yeah. How many time it take to catch? I using this rig. It's 80 pounds. А вот та вот, 80 pounds. миллиметровая леска, да? Maybe 1
normally 300 pounds, maybe 1 hour, 1 hour? 1 hour and a half. Час-полтора вытащить, чтобы загонять его, чтобы он устал и чтобы подтянуть. Moment in Cuba for this business in May, June, July, September, October. It's possible to catch all year. Do we have a limit to catch? For, там, 5 fish or many fish? Лимита нет. Платная рыбалка, не платная рыбалка, лимита нет. Ждем оформления документов и выходим из марины. Там строго все, да. Ребятки, соберетесь на рыбалку, неважно, на Кубу или на Аку. Вот она! Рекомендуем взять с собой новенький Honor Magic 7 Pro. У него тройная камера, основная 50 мегапикселей со светосильной оптикой и есть режим HD Super Burst. Также перископический модуль 200 мегапикселей, 100-кратный зум. А еще у Magic 7 Pro самая топовая начинка, яркий экран, емкая батарея, влагозащита и отличные новые динамики. 866 миллионов просмотров, прикинь. Нам бы столько. Подробнее по ссылке в описании. Обратно на рыбалку? Поехали. How long does it take for documents? 5-10 minutes. 5-10 minutes. Gracias. Okay. Так, паспорта. Дали какую-то бумагу, все заполнили, штампы, печати. Эхолот тут. Ага, у нас эхолотик уже работает. А марлина вот ловит вот на такой вот. У нас где-то леска 0,4-0,6. А тут вот миллиметровая почти. Даже больше, наверное. Прикинь, сколько на изгиб должна быть прочность. Оплетка коленей какая. Обычно мы на изоленту привязывали какую-то проволоку, там кольцо обычно из проволоки, а тут вон по контуру идет раз, и два. Так, уже что-то происходит. Заброс. Это первый глубинный, то есть 10 метров глубина. So we will fish here. Oh, we go. How far away we go? 10 миль, нифига себе. Окей. Еще 159 и уже Майами. Ну, у экипажа базовый английский, они говорят по-английски, но он базовый, поэтому многие детали, особенно терминология, как бы мы не хотели их узнать, это будет проблемно. Большой заброс, сколько метров? 30, наверное, уже стравили. Все, пошел. Тут уже пошел заброс. Для тех, кто вот совсем не в теме, вот вообще в рыбалке ни разу не понимает и ни разу на рыбалке не был, в чем суть? Вот прям элементарно. Эта штука имитирует маленькую рыбу. Большая рыба видит маленькую, хочет ее съесть, заглатывает, цепляется за крючок. Азы рыбалки за 10 секунд. Рыбалка, естественно, бывает разная. Речная, на протоках, на прудах, на озерах. Везде своя рыба, везде свои снасти, везде своя наживка. Здесь у нас живой наживки нет. Видите, все имитация рыбы. Бывает живец, прям живая наживка. Здесь у нас живца мы никакого не видели, только, видимо, вот на такие снасти. Этот участок от наживки до лески, вот леска, нужен за тем, чтобы рыба не перекусила зубами вот эту часть, потому что хватает, бывает, не целиком, пытается дотянуться до рыбки, когда догоняет, и хватает, бывает, рядом. Если жмякнет по леске, то леску перекусит, а поводок, как называется поводок, металлический, перекусить сложно. Вот наживок разных снастей у нас тут много. И в отличие от рыбалки на, скажем, озере или на речке с более-менее небольшим течением, здесь все в динамике. То есть океанская рыба, в которой мы нифига не понимаем, потому что первый раз на океанской рыбалке, там в статике все. То есть вы закинули поплавок, какой-нибудь карп рядом ходит туда-сюда, видит вот эту наживку червячка, но червячок сам по себе, он живой, он дергается и глотает его, заглатывает. Соответственно, вы ее вытаскиваете, карпа или там, карася. Здесь рыба, видимо, более активная. Да, вот одна рыбацкая, мало рыбацких лодок, какой-нибудь там Хорватии, Черногории, Италии, полным-полно лодок утром выходит. Здесь рыба более, как мы понимаем, динамичная. Лодка идет, снасти у нас идут за лодкой, марлин или, ну, мы надеемся, что-то помельче догоняет, хватает. Плюс нам не нужно забрасывать, потому что нам достаточно просто выбросить наживку, выбросить снасть, и уже леска сама растягивается. В рыбалке плюс-минус везде все одно и то же, если речь идет о удочке, о катушке. Но есть вот какие-то маленькие интересные нюансы, допустим, металлический поводок. Хотя, когда на щуку идешь, тоже рекомендуется иметь металлический поводок.
я понял. Это и есть поплавок, условно. Понимаешь? Когда рыба клюет, леска поднимется. Наверное, на речной рыбалке где-то такой тоже использую. Наверное. Зимняя рыбалка еще есть. Это вообще отдельная история. Когда-нибудь, может быть, тоже попробуем. Опа! Чуканцы, ребята! Смотри! О! Двушка! Была у нас история на зимней рыбалке. Просверли, началось. Да еще не выпили, а уже началось. Ледорубом сидим, рыбачим. И там, в общем, у человека клюнула рыба. Такое часто бывает. Больше, чем диаметр лунки. И тут же подбегают другие рыбаки, пока он держит рыбу, сверлят ледорубами лунки рядом, 2 или 4, в зависимости от величины рыбы, и вытаскивают. А он пока держит ее. Вот тут держаться не за что. Я вот что-то не представляю, если марлин 100 кило. Я видел истории, когда человека чуть там не уносило туда за борт. Ну, ребятки, рыбалка уже началась. Просто нам нужно отойти где-то миль на 10 от берега, где рыбы побольше. У берега, видимо, и меньше, глубина-то меньше. И ждем. Короче, не лучший день для рыбалки, нам сказали. По каким-то вот приметам, потому как вода, в общем, как волна идет. Барашки, не барашки, что имелось в виду, может, волны. But we can catch something, maybe. Maybe. Может быть, что-нибудь поймаем, может быть. Ты видел, на чем он плавает? Это кусок пенопласта, это не лодка, это просто огромный кусок пенопласта, склеенный в такую конструкцию, чтобы оно, выдерживало вес. Просто огромный кусок пенопласта. До берега тут прилично, если вдруг чего. Я думал, у нас вот такая лодка будет. И, конечно, когда клёва нет, а уже где-то час его нет, то есть мы просто ждем. Большая лодка – это капитан очевидность. Большая лодка сильно круче, хотя бы вы можете просто на ней провести время. Особенно если вы взяли там, с собой каких-то дам, ну, маму, допустим, или тещу. Они лежат там, загорают, им вообще в кайф, если сильная рыбалка особо не интересна. Можно в туалет сходить, есть кухня, можно попить сок, можно просто отдохнуть. Но мы надеемся, что клев хоть какой-никакой, но будет. Alright. Alright. Ребятки, есть поклевка. Есть поклевка. Пошла жара. Ну, идет легко. Карасик какой-то. Открыли дверь. Что-то есть, что-то есть, что-то есть. Нет? Ах ты, чтоб тебя. Но поклевка была. Поклевка была. Бодро дернула. Но я чувствую, что сопротивления нет никакого. Обычно что там тянут. Да, порвал. Едем дальше. Идем дальше. Было только что еще один напряженный моментик. Или есть, или нет. Вот этот вот щелчок, когда соскакивает леска с крепления, самый крутой звук. Кажется, что-то есть. Перепутались лески. Попросили порулить на волну. Просили штурвал подержать, пока удочки распутывают. Надо на волну держать, чтобы лодка не сильно качала. О, приноровился. А тут что, автопилота нет? Ты же должен быть автопилот. Что, до Москвы далеко? Где Майами? Пока. О, клево. Ну, укачивает немножко. Еще такой момент, имейте в виду, если вы к этому делу непривычны, не приспособлены, то... Так, ребятки, работаем, работаем. О! Ядрить копа! Я что-то на тренажерку не подписывал. Что-то очень тяжелое. Очень тяжелое.
О, что-то выпрыгнуло. Вижу. Нет? Блин, что это? Пакет! Вау! Слушай, если пакет так тяжело шел, даже пакет ловить прикольно. Отсек для рыбы пока закрывается снова. Ребятушки, сказали bad day for fishing. К сожалению. Поклевка была, но сорвалось. Но вот люди, которые встретились нам по пути, одна лодка, но один пенопласт показал вот такую рыбку, он там что-то поймал. Сейчас уже пора сворачивать снасти, потому что подходим к марине. Нельзя в марину заходить, нужно все свернуть, после этого заходить в марину. К сожалению, ничего не поймали, да, но ощущение удалось как-то прочувствовать, удалось. Те, кто знакомы с рыбалкой, поймут, о чем я говорю, потому что вот как раз хочется понять другой формат. Каково это тащить что-то 50 плюс килограмм, я думаю, вот это вот круто. Ну, может, в следующий раз. Идем в марину. Thank you so much. It was pleasure. No problem. It's not your fault. Thank you. Ну, ребятки, ничего не поймали, но было интересно. Было интересно, потому что за $500 нам дали целую яхту. В Америке и в Европе такое стоит 1500-2000, а то и выше за то же время. Но, к сожалению, ничего не поймали. Но поймали пакет. Блин, что это? Пакет! Спасибо, что посмотрели. Надеемся, что не сильно вас разочаровали тем, что ничего не поймали, а все-таки выпустили это видео, потому что хотелось поделиться с вами ощущениями и тем, что то, что показывают иногда в каких-то соцсетях, фильмах, что-то вот люксовое, оно, в принципе, довольно доступно. Ну, то есть $500 это 50 000 рублей. Ну, конечно, не маленькие деньги, но вполне подъемные. Поэтому будет возможность, обязательно попробуйте. Огромное спасибо Саймону и Карло. Было интересно. Ждем ваши комментарии, особенно тех, кто был на океанской рыбалке и может написать что-то по делу, что-то интересное и какие-то советы. Увидимся. Пока.